И я бы передала дальше слово EduardoTizzano, который как раз нас познакомит с программами клинических исследований новых терапий, которые сейчас у нас есть. Here again. Thank you very much, Olga. I have to mention that you, SMA patients and organizations are very lucky to have a person like Olga. Я вообще должен сказать, что и семьи с СМ, и организации очень должны быть рады, что у них есть такие люди, как Ольга. She is very prepared, and of course, I want a big plug. More. Больше, хлопайте сильнее. Она очень подготовленный человек, очень знающий. Это надо отмечать. Это здорово, что у вас есть такие люди. I say that? Yes? So I met her just in St. Petersburg one day, and she was very enthusiastic about, and she was hearing what I've been working with the Spanish families there, and she was very positive in the way, and you are here working together. Мы встретились однажды в Санкт-Петербурге, она работала тогда с семьей и была очень возбуждена тем, что можно сделать, том, что мы вместе можем работать и чем-то помочь. Это здорово. Что мы можем добиться лучших результатов, наилучших, какие только возможны. Don't worry, the medication will be available one day or second day. Don't worry, but things, if you work together, you will have the premium at the end of all your fight and all your enthusiasm and all the good things that you want for your children. Я хочу вас уверить, не беспокойтесь, раньше или позже, но обязательно препараты станут доступны. Они появятся на рынке. Благодаря вашей совместной работе, вашим совместным усилиям это обязательно будет, поэтому не стоит беспокоиться, и это будет вознаграждением за все ваши усилия, которые вы сделали. As I mentioned to the Spanish authorities, it's a question of logics. Как я уже говорил испанским властям, и когда я говорю о них, это всегда вопрос логики. If you have 1, 2 or 3 medication, it doesn't matter, but if they work and they really work better and the patient feels better and the patients improve, there is no way to say that SMA is no longer treatable. Вы понимаете, что если у вас есть препараты 1, 2, 3, неважно сколько их, и они действительно помогают пациентам, они дают возможность их лечить, нельзя говорить, что мы не можем лечить пациентов с СМА. Теперь это уже будет неверно, такое заявление. Authorities request a lot of information because of a problem of the prices and the payments. Вы понимаете, что власти, они всегда заинтересованы получить как можно больше информации, потому что их прежде всего интересуют цены и сколько это будет стоить. If you have a kid with cancer, допустим, у вас ребенок, болеющий раком. You cannot say there is no treatment for this cancer unless the kid's just the evolution at itself, okay? Вы, конечно, не можете сказать, что у нас нет доступных лекарственных средств, чтобы лечить этого ребенка. Что пусть болезнь развивается естественным путем. Мы не можем такого сказать. We don't have one kid in Spain not treated because of cancer. So all of them sometimes receive drugs that we don't know what will be the effect in the patient. But because it has cancer, we have to treat it. У нас нет ни одного ребенка в Испании, болеющего раком, который бы не получал лечение. Иногда мы не можем сказать, помогает ли реально этот препарат или не помогает, но тем не менее, каждый ребенок, больной раком, получает в обязательном порядке какое-то лечение. What changed in spinal muscular atrophy? It's also a chronic disease, a disease that is not treated, really have a very bad evolution. So we have to be very, very proud of our children. We have to be very, very strong to work in that direction, and the logic finally will win the battle. Вы понимаете, что СМА – тяжелое хроническое заболевание. Если его не лечить, то, естественно, оно развивается и вызывает очень тяжелые последствия. И мы говорим о том, что логика нам подсказывает, мы должны это делать, и в конечном счете мы победим в этом сражении. Nobody will tell you no after
that logic. И никто вам после этого уже не сможет сказать «нет». And we have to continue. Давайте продолжим. with all your enthusiasm that little by little things we are getting. Давайте продолжим со всем энтузиазмом, который у вас есть, потому что постепенно мы все равно получим и добьемся успеха. I will skip the Madonnas now very quickly. Я, наверное, пропущу вот этот And чудесный слайд с Of Мадоннами. course, this is I come to tell you about this kind of mechanism. Hello? Сейчас я поговорю. As always. You are not Сейчас я tired to поговорю. see me all the time, so Вы, наверное, устали все время видеть меня, да, или еще не совсем устали? we can be here, so we can Мы можем вот здесь сесть. like in the hall now. Because I will be quickly. Я So, быстро пройду по We этому have вопросу. now these alternatives, and I'm going to try to explain a couple of things. The advanced therapies Я хочу кое-что вам объяснить по поводу применимых сейчас способов терапии СМА. can be in two ways. You replace the SMN1 gene by gene transfer, Вы можете либо заменить SMN1 ген, причем генного трансфера, or you treat the SMN2, или вы проводите лечение SMN2. trying to get, instead of exon 7 and skip it, Экзон 7 я пропускаю, вместо него вы хотите получить to have with an antisense oligonucleotide that is an splicing modifier to include this exon 7 in the RNA at the end. вам нужно антисмысловой... No, I skipped it already, sorry. Антисмысловой олигонуклеотид, который является сплайсинговым модифайером для того, чтобы нам включить с вами экзон 7. This is one of the papers that have been published in November 2017. В 2017 году в ноябре была опубликована эта статья, Will be 1 year. то есть 1 год прошел с этого момента. All medications that are in this journal, most of these medications are approved everywhere. Большинство из препаратов, которые здесь обсуждаются для детей, они уже одобрены практически во всех странах. This will happen also for spinal muscular atrophy. Поэтому они будут одобрены и для СМА, и, наверное, в России тоже. And this is the paper in the same issue about this gene therapy. Здесь как раз работа, которая говорит о терапии геннозамещения. Okay, I'm going to explain now how Spinraza works, because we has been probably the word that most often has been used during these 2 days, Spinraza. Теперь я хочу немножко рассказать, как работает спинраза. Мы потому что постоянно эти 2 дня употребляем это слово чаще, чем какое-либо другое. Все время говорим про спинразу, и, наверное, вам нужно знать, как же она работает. We have to know what happened. So, Мы должны с вами представлять, что происходит. this is exon 7 of the SMN2. Это экзон 7, SMN2. This is exon 8. Это экзон 8. Remember that exon 7 is not in the RNA and the protein that is produced by SMN2. Вы знаете, что экзон 7 не включен в РНК, которая производит SMN2. One of the reasons because these balls here that are proteins Вот этими шариками здесь обозначаются белки, протеины, that are reacting with the RNA, которые вступают в реакцию с РНК, and they do not allow this exon и они не позволяют вот этому экзону to be recognized by this protein быть распознаваемым вот этим белком, that will help in the union between exon 7 and exon 8. который поможет объединению экзон 7 и экзон 8. So the only way И единственный способ to get away of these proteins избавиться от этих протеинов, от этих белков, is just putting something вставить here сюда нечто или кое-что между этими 2 молекулами, that do not permit these proteins be in tight junction with the RNA here. чтобы воспрепятствовать тому, чтобы эти протеины образовали тесную связь с РНК. The solution is a small piece of nucleotides И решением является небольшой кусочек нуклеотидов, there are 18. их 18 Like this one. нуклеотидов. Вот они здесь They will представлены. appear in red now. Они сейчас Okay. красным будут здесь обозначены, появляются красные. So this is Spinraza.
only these 18 И nucleotides вот эти 18 нуклеотидов – это и есть спинраза, о that которой мы говорим. appears here. Она So появляется вот здесь. this protein now says, "Oh, I see you now." И тогда наш белок, этот протеин, говорит: ага, ну теперь я тебя вижу. If he see him, И если они друг друга видят, okay, the union occurs. происходит соединение. The Они problem of the объединяются. computer, no? There should be exon 7 and exon 8. Они должны были объединиться, должен быть экзон And 7. Это finally, проблемы компьютера уже технические. The И, complete наконец, protein appears. появляется уже завершенный протеин, Okay? полный And протеин. this is, in general, we are in a magnifying going back with the drone, no? We are with the drone going up and say, okay, what's Мы с going вами on? как будто бы сейчас на дроне поднимаемся вверх и смотрим, что же там происходит. Exactly the same. Here is nusinersen. То же самое Here are происходит. the proteins. Вот это белки, This is the one that протеин. they have to recognize exon 7. Это тот, который должен распознать эксон And this 7. is what happened in the normal situation on SMA without nusinersen. И вот это то, что происходит в нормальной ситуации с SMN2. Nusinersen comes here, so this one are going away. Когда сюда поступает спинраза, вот этот белок уходит, And this exon 7 is recognized and is included in the RNA и and the тогда protein, экзон 7 распознает экзон 8, он включается в РНК, and the protein is complete. и тогда белок становится завершенным, он закончен. The only thing that nusinersen cannot be given orally. Проблема в том, что этот By препарат vein. нельзя давать орально, пероральным путем. To arrive to the motor neurons needs to be administered by lumbar puncture Вводится он с помощью инъекции in the cerebral spinal fluid. в спинномозговую жидкость непосредственно. And remember, when it comes to the cerebrospinal fluid, I think I have a video, but I don't know if it's working. Вообще у меня было видео, но, к сожалению, я боюсь, оно не работает. Но помните, когда мы заходим в спинномозговой канал, в спинномозговую жидкость, It's all around the central nervous system. он It's проходит going через всю центральную everywhere. нервную систему, он поступает везде, по всему However, remember, организму. if you give the injection very slow, И если вы делаете инъекцию очень медленно, there will be most of the drug will be concentrated here. основная часть вещества, основная часть препарата сконцентрируется вот здесь. To get along all the spinal cord, you need to give the injection as a bolus relatively quickly. Для того, чтобы распространить препарат по всему спинному мозгу, необходимо делать инъекцию относительно быстро вводить. That's the way that you assure the distribution all over. Тогда вы можете обеспечить распространение препарата по всему спинному мозгу. It's okay? Все понятно? You understand? Все понятно? Okay. Now you can go to the Ministry of Health, А теперь вы уже можете пойти в Министерство здравоохранения, к министру, tell him how Spinraza works, рассказать ему, как работает спинраза, and request the approbation of the drug. и попросить его, чтобы они одобрили, дали одобрение препарату. Because this drug is approved in Europe, in the States. Потому что вообще препарат одобрен уже везде, и в Европе, и в Соединенных Штатах, везде используется. Okay? Is the deal? Is the deal? Договорились? Сделка завершена. Okay. One more thing now. The gene therapy appears. Something that И seems еще одна замечательная вещь. Появилась генная терапия, фантастическая fiction, вещь. it Это уже appears научная also here. фантастика, которая стала реальностью. so. Let's see that Spinraza is a kind of gene therapy, but it's a gene therapy with a small piece. Можно сказать, что спинраза в каком-то смысле тоже генная терапия, но она работает с очень небольшим участком генным. Here in the gene therapy, we have the whole SMN1 gene that is codifying for the protein. У нас здесь при генной терапии есть ген SMN1. This is the powerful car. И это мощный автомобиль, можно сказать. I have to put the car here with two На самом wheels. деле надо было бы тут машину нарисовать действительно реально, чтобы было нагляднее. Okay, but this one alone is not able to go into the cell. Но он один не может проникнуть в клетку сам They по need себе. this piece here that says AAV9. Для того, чтобы он проник в клетку, требуется вот этот вот кусочек, который называется на слайде AAV9. And it's going by the blood because you give an injection that is intravenous. Мы делаем при этом внутривенную инъекцию, и этот препарат поступает в кровь, соответственно. This is the blood.
Вот это вот эритроциты, это This is кровь, the nervous system, это нервная система, нервная клетка. and it passes here this what is called blood-brain barrier. Проходит вот здесь, под тому, что называется телами мозга, мозговыми тельцами. As a consequence, И в this результате virus that is вот totally этот вектор-вирус, он называется AAV9, uninfective, I don't know if the terms could be uninfective, cannot cause infection. не инфицируется, если можно употребить такой термин, он не приобретает инфекцию, не инфицируемый. But is an excellent transporter of this car into the motor neurons. Но отличный носитель вот этого гена SMN1 в мотонейроны. Let's see that this is a motor neuron, Это, представим, что это мотонейрон. and this is the nucleus, the central part of the motor neuron. И это центральная часть, нуклеотид мотонейрона. This one is taken by the cell and is going to the nucleus of the cell. Это берется клеткой и поступает сюда, в ядро клетки. This is our genome. Это наш геном. Our genome is very good one, and we have to maintain. We cannot put something that alters the genome. So Мы с вами должны сохранять этот геном. Мы не можем туда добавлять что-то, что может повлиять на него. these ones, we call this one episomes. I've seen it somewhere. Вот это мы называем эписомы. Я думаю, это где-то здесь обозначено. No, it's not. Нет, here. к сожалению, на слайде But не написано. Anyway, these are episomes that will live at least until there is no news forever in the nucleus of the motor neuron. Который постоянно окружает мотонейрон, находится здесь. And this part is able to produce RNA and protein complete the one that we need for SMA. И вот эти клетки могут производить протеин, который требуется для того, чтобы завершить наш белок SMN. So that means that perhaps with one injection only we can have this gene inside the cell in the motor neurons that forever. И даже кажется, что если мы проводим только одну инъекцию внутривенную, благодаря вот этим клеткам мы можем иметь завершенные мотонейроны навсегда. То есть не потребуется больше проводить еще каких-то инъекций. Одной будет достаточно, они будут оставаться там все время. I can say forever, but perhaps it's more than 10, 15 or 20 years. Я говорю навсегда, но может быть под этим надо подразумевать все-таки 10-15 лет. We have to see. Это мы еще должны посмотреть, пока So far неизвестно. seems that it's long time. Пока нам кажется, что они могут оставаться там продолжительное время, то есть достаточно провести одну инъекцию. Okay, you understand now the difference between Spinraza and the gene therapy? Вы теперь понимаете разницу между спинразой и генной терапией? So, if you give the gene therapy, we still have the SMN2. Если мы с вами проводим генную терапию, у нас все равно с вами есть SMN2. That means that if you combine gene therapy and Spinraza, it's not a problem because you have the SMN1 for the gene therapy and the SMN2 treated with the Spinraza. Это означает, что если мы с вами объединяем эти два метода лечения, спинразу и генную терапию, проблемы нет, потому что для одной нам требуется SMN2, а для другой работает с SMN1. The motor neuron we will know how to manage so much SMN protein that will produce it by both drugs actually. Очень хорошо, не будет проблем, они будут производиться обоими препаратами, будут влиять на производство протеина, так что отлично. Может быть быстрее, может быть они, да, со всеми вот этими составляющими протеина все будет работать здорово. Okay, these are the two basic mechanisms. Итак, это два основных механизма. That the other molecule that we had mentioned before that also was important in mice, that is the oral splicing modifier, Roche, have same mechanism, similar mechanism as Spinraza, but Есть еще одна молекула, о которой мы уже говорили, которая была исследована на моделях мышей. Это молекула Roche. Она примерно работает, используя тот же самый механизм. Works by a mechanism that has to do with the proteins that are involved in the interaction with exon 7. Он воздействует на белки, которые принимают участие во взаимодействии с экзоном 7. The recognition of exon 7.
Распознавание экзона 7. Some news about the mechanism of action. See, no? Or the one is, can you explain a little bit on that? Можете вы немножко объяснить это? У вас есть какие-то I will новости по introduce поводу somebody that работы? will explain you also in Russia. У вас есть человек, который нам по-русски сейчас все объяснит. Здорово, как Quickly. работает этот механизм. Очень быстро, пожалуйста. Very quickly, which proteins? Отлично, вы расскажете все про протеины. Very simple. Простым языком, пожалуйста, Давайте если ваш можно. slide. Your slide where you have the Spinraza mechanism. One more. Back. More. Yes, this is good. This one. Рисдиплам увеличивает взаимодействие вот этой молекулы U1 с последовательностью нуклеотидов, которые составляют экзон 7 и интрон 7. Оно без лекарства, оно неэффективно. Связь очень слабая. И этот препарат усиливает связывание между вот этой молекулой и матричной РНК для СМН. И тем самым появляется возможность провести сплайсинг и синтезировать полноразмерную матричную РНК. Good. Здорово. So, something very good, because we can have the three drugs working together. Здорово, потому что у нас даже 3 препарата, которые могут все вместе работать, получается. So, just for you to think in the future. that we will Подумайте have о a lot of будущем things просто. alternative. Представляете, сколько у нас всего будет в будущем? Thank you very much. Спасибо. Okay, I'm just finishing giving you, this is a slide that I have for a long time, Вот этот слайд, я работаю с ним уже много лет. and I always started with the triangle, Я всегда начинаю вот с этого треугольника. and when we have new medications И or когда new alternatives, we can put into the triangle. И когда у нас появляется новый препарат или новые какие-то альтернативные методы лечения, мы всегда можем его включить сюда, в треугольник. And we have the SMN independent pharmacological approach that we had mentioned before, И у нас есть с вами независимый фармакологический подход. neuroprotectors, СМН независимый, о котором мы уже говорили, enhancer, это нейропротекторы, myoactivators, нейротрансмиттеры и миоактиваторы. SMN2 splicing specific approach, У нас есть также сплайсинговый SMN2 специальный подход, by the oral small molecules or Как, by the например, intrathecal and systemic delivery of antisense oligonucleotides, пероральные like маленькие молекулы this is или Spinraza, интракотеальный или спинномозговой способ введения, or the gene replacement, или генозамещение. intrathecal or systemic SMN1 gene therapy or gene transfer. Okay? Это генная терапия или генный трансфер. These are the most important. И это самые важные вещи. And one more thing, И еще одна вещь. in the last things, and I'm leaving forever. I will be back to Последнее, что я вам Barcelona. хочу сказать, и после этого я уже уезжаю, вы устали So от меня. this is the evolution of the normal person. This is what's happening in spinal muscular atrophy. Вот это зеленым обозначено развитие здорового человека. yesterday I Вот was этой mentioning красной кривой обозначено, как развивается человек, у которого СМА. But this is pre-symptomatic phase Это фаза досимптомная. between birth Между рождением and the starting of the disease, depending on it is SMA1, SMA2 or SMA3. до начала развития заболевания, и вы видите стадии СМА тип 1, 2 и 3. So if we have a genetic test that we can catch the patients really here, У нас с вами есть генетический тест, нам доступен, когда мы можем пациенту поставить диагноз уже вот в этом самом начале. instead of here, so we Вместо will того, have, чтобы делать это вот здесь, когда у нас развиваются симптомы. we think for preliminary results that the evolution of the patients will be much better and probably pretty close to the normal one. И если мы с вами начнем терапию рано, то тогда развитие такого пациента будет идти практически так же любого здорового нормального человека. So next thing, once we have the approval of the different medications, is just to start to think about the possibility of newborn screening. И поэтому следующая вещь, о которой следует задуматься, как только у нас будут одобрены эти новые препараты к применению, необходимо подумать о том, чтобы проводить скрининг новорожденных. You have newborn screening for several conditions here in Russia.
У вас уже есть скрининг, который проводится для других серьезных The condition for заболеваний. newborn screening is just to detect the disease at the stage that is presymptomatic, and you can have a proactive Для того, чтобы treatment. поставить диагноз на той стадии, когда еще не появилось симптомов, для того, чтобы заняться проактивным лечением And the заболевания. patient will benefit for that. И тогда, естественно, ваш пациент от этого только выиграет. So the only problem is that for SMA, we have to do a genetic test instead of metabolic test like is usually in newborn screening now. Как мы с вами говорили, для SMA-пациентов необходимо в скрининге проводить генетический тест, в отличие от метаболических тестов. Здесь должен быть генетический тест. But there is another condition that is severe combined immunodeficiency that is getting also in some newborn screening that is doing by DNA too, by DNA testing. Но сейчас тоже проводится тест ДНК для других сложных заболеваний, например, при передаче ВИЧ-инфекции. So probably in the future we will have the combination of both. The normal, the metabolic screening and the genetic screening. Может быть, в будущем мы будем проводить скрининг новорожденных по двум направлениям. Это метаболический и генетический скрининг. And one of the diseases will be spinal muscular atrophy. И одно из заболеваний, которое можно распознать благодаря такому скринингу, это будет СМА. So the early detection and treatment of SMA will provide better incidence and prevalence, family planning and genetic counseling, early diagnosis and intervention, and help to prevent or reduce the development of disease, improve survival and quality of life. Раннее распознавание диагноза и лечение СМА приведет к тому, что у нас будет меньшее распространение этого заболевания, будет планирование семьи, мы будем получать генетические консультации, ранняя диагностика и раннее вмешательство поможет обеспечить более положительное развитие болезни или даже предотвратить возможность его развития и, соответственно, повлияет на улучшение качества пациента. Very quickly, Очень быстро. it will be the SMN1 test first. Сначала будет проводиться один тест, генетический скрининг SMN1 делиция. Is positive with the parental consent. Если с согласия родителей мы обнаруживаем положительный этот тест, We can have SMN2 copies у нас может быть 2 копии in order SMN2. to estimate, but not to really assure the prognosis, but at Для least того, to чтобы estimate. мы сможем с вами рассчитать, какой у нас будет прогноз приблизительно. Может быть, он не будет абсолютно точный, но мы можем предположить, какой будет прогноз развития заболевания. Very important. Complete information to the family and psychological support. Очень важный следующий момент. Необходимо доносить полную информацию до семьи и при этом предоставать психологическую поддержку семьям. Decision in treatment. Далее, решение при лечении. Принимать решение, какое лечение It применять. doesn't mean that you have to treat. The decision is of the parents to treat. Это означает, что не вы должны лечить. Родители должны принять решение о лечении. Close follow-up and application of the outcome measures and the standard of care and the multidisciplinary approach. И далее необходимо последующее наблюдение и применение стандартов, которые оценивают качество лечения и качество жизни пациента. Remember, we are in a part when we talk about prevention in spinal muscular atrophy. We are now in tertiary prevention, means that we treat all patients. That this will be treat all patients with manifesting disease. Понимаете, что мы с вами, если занимаемся профилактикой, мы должны лечить всех пациентов, у которых есть какие-то проявления заболевания. So we moving slowly to secondary prevention. Но сейчас мы с вами that treat медленно продвигаемся к вторичной профилактике. all presymptomatic cases detected by screening. Это означает, что мы с вами начинаем лечение на досимптомной стадии еще, которая, и этот диагноз обнаруживается благодаря скринингу. And in the future, we will have probably primary prevention. А в будущем, возможно, у нас с вами будет даже первичная профилактика. That is detect all carriers of the population. Когда мы с вами сможем определить уже всех носителей этого гена в населении. So you know that заранее. you are a carrier before you have a kid. То with есть до SMA. того, как у вас есть дети, вы уже можете знать, что вы являетесь носителем этого гена, если вы проводите определенные исследования. And now we are doing that. Now there are a few presymptomatic cases, but in the future, with newborn screening, most of the cases will be treated presymptomatically. Сейчас у нас очень мало случаев лечения, которые проводятся до симптома, но в будущем мы надеемся, что практически все случаи заболевания будут лечиться на досимптоматической стадии.
Okay, this is several discussions that I have, but we don't have the time. But the most important thing that I want to mention is that we will have probably the manifestation of the disease with new therapies. We will face a new phenotype, as has been already mentioned by several of us here in this meeting. So we should have, no, let me see. Here. Дело в том, что просто происходит очень много обсуждений о том, что сейчас происходит. У нас будет проявление болезни, когда появляются новые фенотипы и есть возможность использования новых методов лечения. Patients that will have, let me see, I think it's here. No, where is here? Yes, here, sorry. Patients that we will probably develop type 1 disease, and under treatment, they will change the phenotype, going to a different way. This place here or this place here, depending on the response. Если мы начинаем лечение пациента, вот в самом начале заболевания, допустим, это пациент с типом 1, по мере принятия терапии, его тип может меняться в этой точке или в этой точке, в зависимости от того, как развивается и как реагирует организм на терапию. And this will be probably new phenotypes that we don't know yet that will appear. И, возможно, вот на этой стадии появятся новые фенотипы, которых мы пока еще не знаем. But take in mind that a type 1 patient that is treated, но, допустим, лечится пациент, will be a type 1 patient that is treated and is improving motor function. Который улучшает свои моторные функции. Type 2 and type 3 will not be really the same. Они уже будут другие. Type 1 patients will carry the disease earlier than type 2 and type 3. Means that the evolution probably and the response will be also different than the type 2 and the type 3 patient. Потому что более ранние проявления заболевания у типа 1, они будут реагировать каким-то образом на лечение, и мы не знаем, как это будет потом развиваться, как будет сказываться на фенотипе. Они будут отвечать на лечение не так, как тип 2 или тип 3. This is the pipeline. So Spinraza is already approved, so we are waiting for the finishing of the clinical development of several medications here, gene therapy and other medications. Вот видите, Спинраза уже одобрена, и мы теперь ждем одобрения и клинических испытаний некоторых других препаратов, таких как, которые включены в генную терапию. And hopefully we will have this one available to patients in the near future. И я надеюсь, что в ближайшее время эти препараты также будут доступны пациентам. Don't remember that we have also to think about the social and the psychology of the patients. И, пожалуйста, не забывайте, что нам необходимо принимать внимание и социальные, и психологические аспекты, когда мы работаем с нашими пациентами. Not only to treat the patient, не просто лечить пациента и соблюдать соответствующие стандарты, но также и работать с другими специалистами. Не забывать использовать междисциплинарный подход. We should always improve the quality of life. Мы должны постоянно думать об улучшении качества жизни. First, to pretend stop or slow the disease course. Конечно, мы должны остановить или, по крайней мере, замедлить развитие заболевания. And hopefully here. И, надеюсь, мы доберемся до самого верха треугольника, то есть мы сможем вылечить заболевание. Okay, thank you. Спасибо. Спасибо большое.